Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы с вами в городе Героя Керчи на Митридатской лестнице. И прогуляемся, посмотрим, а то говорят, лестница разрушается, черные подтеки на ней. И со мной коренной керчанин Сергей Чудинов. Здравствуйте. Вы его все знаете как Змея. Кто со мной давно на канале, его вот знают. Мы с ним не раз уже видео вели. И первый вопрос, Серега, как правильно, в Керчи или в Керчи? Ты правильно говоришь, в Керчи. В Керчи это, как говорят, керчане, Да, правильно в Керчи. Ну, это если по грамматике. По грамматике, может быть, да. но керчане говорят Керчи. Ну и пока мы здесь, вот на площади, видите вы, Романовская гимназия, работы идут. Довольно-таки долго уже идут, но никак не закончится. Судить о том, какие процессы там идут, непонятно, потому что все, вот видите, завешено сеткой, фальшфасадом, как его называют. И мы видим, что вот крыши, кстати, нет, там мостов только делают, но вот смотрите. Реконструкция идет довольно-таки долго. У меня где-то даже видео есть изнутри, какие масштабные работы там нужно было проводить. Ну и вот работы идут. Ну а мы с вами, с нашим экскурсоводом Сергеем, буду Змеем его называть, мне так удобнее. Можно. Можно? Да. Идем на лестницу. Ну и вот первые, смотрите, выбоины. Прям вот раз, два. Сколько? Не помнишь? Сколько 400, ступенек? 400. Ну, давай. 28, а с другой стороны 432. Тут сейчас Нет, разные. 425 и 427. Может быть, а мне кажется 428. Но это не важно. Главное Ну, вот это вот. Раньше там, когда поднимаешься, то было написано даже вот Да, с было, левой было. стороны. Ну, сейчас уже И подзабылось, посмотрим. потому что сейчас количество изменилось. Их сейчас с правой стороны, по-моему, больше на 2. Не, это я уже говорил, вот когда с этим уже ремонт вот заканчивался, когда ее уже сдали. Ну, и посмотрите. Ну, что хочу сказать, довольно-таки в хорошем состоянии. Чистенько, что никакой черноты нет. Как помнишь, министр культуры, который за взятки посадили? Орлов. Орлов, да. Да, ну ее уже всё, нет. Сколько? Десятку, по-моему, дали, да? Да. Ну, 8 лет сидеть будет. Ну и вот откалывается, видите, уголки. Ну, по углам люди ходят, ведь вот так наступают на ступени, вот так наступают. И точно так же сходят на краях, а край острый. Особенно дети, они прыгают. И края, вот, естественно, они обламываются потом дождями. У нас дожди бывают обильные, солнце сильное, Ну, влажность высокая, она разрушается. как сейчас помню, Или на лестницу. краешке. Конечно, надо было бы фаску делать. По Думаешь? идее, вот посмотри какие. А, ну да, вот еще. Инкерманский камень здесь должен быть. Кирмарский должен быть, да. Ну, говорят, что вроде как дагестанский на строительство. Серьезно? Он более дешевый, что ли? Ну да, он дешевле, поэтому заменили. Видать, доставка вот была смотри. с Дагестана. И вот эту плитку они и применили. А теперь вот даже пытаются от этого уже цемента Подмазать, закрывали. да. Да. Оно не будет держаться здесь. Конечно, не будет. Видите, камень он пористый, Да. а углы все-таки люди ногами ломают. А детвора еще и прыгает по ступенькам. Они же ходить-то не умеют. Ну, здесь вот я смотрю вазоны. Помнишь, как-то здесь 1 или 2 вазона разбили? А два вазона разбили не на этой лестнице, На Константиновской, да, точно, рядом, которая точно. Да. Половинская. Там на миллион убытка насчитали Да, там метров родители. 300 отсюда. Да. Так что вот народ ходит, вот экскурсоводы. Сейчас мы посмотрим. Смотрите, какие виды открываются. Красивые, на Керченский пролив. Ну вот с экскурсиями ходят люди. Ну, вот еще, гляньте. Да. Приличное разрушение. Конечно. Она помимо уже плитки, уже разрушается и Сам камень, Сам да. камень, да. Вот, смотрите. И вот. Ну да, и хоть стены-то нормальные, да, а здесь... Да, здесь вот довольно-таки сильно пористый, поэтому он здесь не выдерживает. Да, ну, У нас вот, считайте, ливни, когда идут, это по ступеням льется вода. да, водоотвод-то здесь нет. Перехватывающие эти есть там Да, вот. ну это именно на сам каждом водоотвод уровне. по ступеням вода и текла. Ливни. Хотя Это- здесь вот не видно. Вот вода херачит да. и туда, наверное. Ну-ка, тут. Вот они, эти ниши, как сейчас помню.
Да, красиво здесь сделано, и камень так его почистили. Это же еще оставили камень древний. Вот они, грифоны установлены. У меня, кстати, видео есть, как их устанавливали. Я помню, мелкий дождичек моросил. И мне написали, приезжай, будем сейчас устанавливать. И я бегом. Так что... всё. Поначалу кирчане как-то негативно относились к новым грифонам, хотели старые, но вот уже потихонечку привыкли, присмотрелись, да, уже нравится, уже говорят, что о, красивые, отлично. А тебе какие больше нравились? Новые или старые? Поначалу тоже какое-то слегка было такое, не то что разочарование, негативного не было, но казалось, что те лучше. Те какие-то такие каменные, такие мощные, морды у них другие. А потом потихонечку я сюда чаще уже присмотрелся, все, мне эти уже нравится больше. Стерпится, слюбится. Не-не-не, она именно прямо такое ощущение, что исторически как-то правильно вроде бы, как понимаете. Тут вот и крылья заостренные, и Ну лапы да. такие мощные, тело крепкое такое, мускулистое. Вот он, орла-лев. Да. А те грифоны, которые здесь раньше стояли, сейчас находятся в Лапидаре. Да, они перед входом там Первые стоят. пятилетки, да. Опередил меня, хотел тоже сказать. Но Ясно. ничего страшного. Так, ну и здесь вот смотрите, ну это сделано было тогда еще вот подпорная стена. Вот эти ребра жесткости, все тут облагородили. Там уже вон зацветают деревья, видишь? Ну, туда надо специально залазить, лесенку надо ставить. Ну, ничего страшного, отрежут. А там же видно в стене, видите, водоотводы, вон ливневые Ну да. трубы. Да, это вот с верхнего уровня, да. Ну и митридатские улочки. Сколько здесь на машине переездил, когда все это строили. Интересно, вот сейчас на коптере, конечно, нельзя, когда раньше снимал. Летаешь вот тут, халупы там разваленные, так и они остались там? Конечно, остались. Там кто-то, если выкупил, там уже новые стройки есть, но в основном все старенькое осталось. А ты говорил, там цены бешеные были, да? Да. Люди не хотят просто отдавать задешево эти места, потому что город, да, может быть, и выкупил бы, но цены завышают. Людей же не выгонишь насильно, не утопишь же их в море. Хотя можно, да? Ради такого. Считается, что у нас на Митридате и вокруг, вот в районе туда, в сторону Чкалова, там самое вкусное вино вообще на всем мире, не только что в Крыму, а во всем мире самое, там оно такое чудесное, что, наверное, греки там так радовались, когда еще тогда не выращивали. Но вот до сих пор люди могут там, я пробовал вино, просто бесподобное. Вот смотрите, Вкусное? какие, да, очень вкусное. Да, вот уже видите. Ну, это просто уже куски плиток поубирали. Ну да, хотя сами вот Балюстрады. балюстрады вот все эти вот целенькие, хорошие. Да, хорошо сделано. Вон, видите там. Зараз. Вон, видите, окна. Смотри, окно. Вон и дерево растет. Да. Я даже не обращал внимания. Сейчас покажу тебе одно место, будет очень интересное. Ну, потихонечку на уровне поднимаемся. Здесь ведь, когда ее реставрировали, вся лестница была на несколько этапов разбита. Реконструкция первый уровень. Все красивше. Да, ну а так, смотри, беленькая, говорят, она вся серая стала. Да, отлично. Нифига. Да. Выбоина только вот на ступеньках. И то не на всех. Так И вот, то не на можно всех. некоторые. Оп, ну-ка заглянем, что у нас там внутри. Бычков много. Я сейчас не вижу, просто поднял, потом, когда видео буду монтировать, посмотрю сам. Кто-то говорит, давайте там цветы посадим. Вот представляете, А, да. текла бы грязь как. Тогда еще, да, когда их ставили, помнишь? Да. Да. Вот представьте, что тут было бы, если тут текла бы, если бы разъебли цветы. Их земля. поливать надо. Да, такая, куда бы текала бы вода. Да, все на колонны, да. Сюда была бы жизнь, конечно. Да. Так что Тут даже где-то отводные дырочки есть. Вот они, да, вот. вазоны Есть. чисто декоративные, они для красоты Да. в греческом стиле. Ну, вот они, виды открываются шикарные. Ну, нам еще далеко идти. Да, мы только начали. 425 ступенек вверх. Это вам... 426. Но если в общем, я забыл, по левой, вот если по ходу движения, по этой стороне 425, по-моему, а по правой, по ходу нашего движения, Разница даже не в одном. 2 или 3 ступеньки.
Где-то тут уровень чуть-чуть выше, где-то чуть-чуть ниже, и получилось, что разница А ступень. вот здесь, помнишь, вот был в годы войны штаб 51-й армии. Да. Его Так обещали его сделать. сделать обещали, но так вот и видим. обещание жениться не значит жениться. Так его и не сделали. Вон, видите, сейчас мы поближе подойдем. Чего тут? Посмотри, что тут какое-то осталось еще, глянь. Вид с да. лестницы. Кто-то, И видите, тут люди живут, между прочим. и не могут выкупить, представляешь? Сараи, видите, Вот какие сарай, да. разрушенные. Да. Да. Вот еще стеночку так подмарафетили, и все. Так ее толкни, вон сарай, смотри, уже стенка отошла. Да. Там навряд ли там кто-то живет. Там никто не живет просто. Хотя вот с этой стороны, смотри, сделали так. Да, а там домик хорошо. Видать, этот участок не дали человеку. А это другой, думаешь, да? Да, я думаю, другой. А, вон оно что. Другой. Вот здесь вход был в штаб 51-й армии. Это был секретный такой бункер здесь во время Великой Отечественной войны. Его потом обнаружили. Ну, говорили, что восстановят, отреставрируют, но пока, как видите, заварили арматурой входы, чтобы туда не лазили. И все. Собственно, сама подпорная стена, видите, стена. Со времен войны еще. Арморешетка вот уже ржавчиной. Надо тоже ее, конечно. Ну, а тут красота. Смотрите, цветник, розы. Вот это красиво. Здесь даже когда лестницу реставрировали, я говорю, строили, люди, местные жители, поливали. Я это вот неоднократно видел. Ну и пройдемте. Вот. Вторая Митридатская улица. Я уже не помню ее по названиям. Тут первая Митридатская, вторая Митридатская, по-моему. 23 мая еще тут. 23 Еще мая, да, какое-то такие название. вот. Пройдем на эту сторону. Видите, ну камер хоть понатыкали. Отслеживаю здесь все это дело. Ну, посмотрите, Еще какая интересная передача. арка осталась. А, Со ну старых да. времен. Вход. И, видимо, Да. там кто-то, может быть, даже и живет. Вот они А улицы. нам видите? интересно, там год есть какой-нибудь? Да я ее как-то снимал неоднократно. Тут Да? ведь на машине катался ведь я здесь. Мгм. Когда ее ремонтировали, лестницу, ну, и летал здесь со всех Не, точек. год не видно уже. Да. Закрыт. Ну, дверь явно металлическую воткнули, ну а саму арку, да, оставили. Видимо, она имеет какую-то историческую ценность. А может быть. Да. Ну и вот здесь люди машины ставят, местные жители. Дороги здесь нет, как и не было. Хотя обещали сделать. Старый еще асфальт брежневских времен, наверное. Вот фрагменты его видно. Водой вымыло. Здесь вот сделали в районе лестницы, плиткой уложили. Двери поставили, все. Так, ну вот смотрим, вроде более-менее нормально. Вот видите, тоже здесь кусок. Здесь я помню, вот когда вот этот шум пошел, Мгм. что камень подменили. Здесь и Ну, брали образец. на образцы Ну, скорее всего. на экспертизу. Да. Не знаю, чем дело кончилось, но такой факт вот был. Ну, человеку там предъявили какие-то Предъявили, претензии. да? Кому? Этому Там инженер. субподрядчику? Как? Нет, инженер по строительству, я не помню фамилию. А, Женщина там, женская фамилия. так что, Ну, так нормально, ступеньки более-менее. ну да, со времен, как ее реставрировали, Да, там вообще все Ну, разрушено было. я помню, да, когда начинали, тут вообще был, да, кошмар. Ну, сделали нормально. И там можно рамочку сделать. О, тоже вот. Вот эти ступеньки крутые такие. Здесь сначала травку посеяли, а сейчас вот заросло все. Должны, наверное, быть цветы. Должны, да. Вот видите, тут входы. Ну, а тут люди живут. Рядом. Так, пойдемте дальше. Ну, лючок.
Ну там это разводка, наверное, Да, освещение. да, да, освещение. Тут ведь подсветка. Все же освещается. Вечером как она красиво смотрится. Уже пахнет шашлычками. Кто-то уже что-то. Местные, на Да, Митридате. да, что-то уже уголек слышен по запаху. Может во дворе у кого-то, а может и на Митридате. Сейчас До посмотрим. 80-х годов. Вот до сюда ведь лестница была. Да, а дальше... А дальше это уже потом, когда Не, построили где-то ее в 70-е в годы. 70-м, да. Генеральная такая реконструкция была в 20 веке. Вот здесь старый ресторан. Митридат назывался. Да, Митридат. А до него там был музей истории. Музей истории, да. Вон он остался еще остров. Оттуда я садился там вон, в тенечке и коптер подымал. Ну, сейчас все это в прошлом. Коптер уже особо не подымешь. А вон где-то горит травка. Видно, вон дымок идет в На городе. склонах, да? Нет, это даже не на склоне, это где-то ближе к городу уже. Ну, сейчас пожароопасно. Любой бычок, сигарета. Ветерок и все захватывает огонь. Пожарникам работа. Пожарным. Да. Знаешь, чем пожарник от ну да, пожарного? правильно, пожарный, Это и полицейский. работник. Кто-то даже сравнивал, что... А пожарник это кто погорелец. Да, я хотел сказать еще, Они даже как-то обижаются. был спор насчет русский, что это прилагательное. Оказывается, это существительное. Так как же пожарный и полицейский, милиционер. Не, ну это существительно. А Да, русский да. тоже? Да, оказывается, тоже существительное, так же, как и пожарный. А, То ну. есть, не, да, мы как бы хочется спросить, какой, но на самом деле кто. Ну Вот, да. да. Вот оно, это дерево на месте. Да, вот тут дорогу туда можно было проехать даже. Он там поднимался. Вот так, если пройти. Проехать на машине вон туда, и там вот можно подняться было. Да. Что говоришь? Дорога тоже есть. Вот здесь Да. она такая, ну, неухоженная, но А вот эти отмостки как делали, бетон как подавали, это ж тоже. да, помню, такими вот устройствами, помнишь, это Да. длинный такой кран, длиннющая труба, стрела там на 3 части раскладывалась. И черти откуда он там где-то стоял и подымал, что он туда-то почти до самого конца. Да. Ну а второй этап это вот сверху как раз. Да, вот. потом они до чего не доставал, потом сверху пускали вниз. Шланги подавали бетон. Вот тут самый затяжной подъем, и все останавливаются на перекур. Ну, Подниматься. скамеек тут не предусмотрено, Ага. с мороженым. Помнишь, да? Когда ее реставрировали, все писали, почему скамейки не ставят тут. Не-не-не, лестница, на лестнице не бывает скамеек и не бывает стульчиков. Лестница, это надо лезть. Или вон там за 100 рублей, может, подвезут вокруг. Да, да. Подвезут и туда вывезут. Но мы потихонечку. А ты помнишь, я когда здесь строили, про тренера боксера рассказывал? А, бегали гуськом. Когда гонял здесь своих этих Гуськом бегали. по Представьте, на лестнице по присядку этой. до самого верха тренировать ноги. Геннадий Борисович Корецкий был такой. Тренер в Керчи. И он здесь вот по лестнице их заставлял, да? Мы бегали, да, вот от зала, как же он называется, вот там где-то гимназия, там рядом зал, сейчас там какой-то храм или церковь, а тогда был спортзал, именно этой школы, гимназии. И вот там мы занимались, а вот здесь... Сейчас, подожди. Вот небольшие выбоины тоже. Вверх-вниз, да? Не, вверх. Там гуськом играть в футбол. На Потом присядках, да? Ой, там у моря было смеху. Пацаны не выдерживали. Ой, не, давай вперед. И все. Зато ноги держали. Ребят, да. дай бог. Жалко, царство ему небесное Корецкому. Ну, перекур? Да. Или пойдем дальше? Не, перекур.
Половину прошли, 4-й. Это вот 4-й был этап реконструкции. Вот этот, как раз вот этот кусок. Там вот тот 3-й, 2-й и в самом низу 1-й. На 4 этапа было поделено. Так что... Ну и виды, конечно, здесь открываются потрясающие. Мост. И нам немножко осталось. Сейчас перекурим. Иногда вон оттуда я летал. Вот там машину ставил. Поднимал ну, тогда коптер. можно было поднимать коптеры. Да. Он уже проголодался, Машенька. Я на предыдущий храм. Да. Так что вот такая лестница. Что, потихонечку пойдем? Пошли? Ну, чуть-чуть нам осталось. И вот стела. Единственный памятник, первый памятник, который был открыт во время Великой Отечественной войны. Война еще шла. В 1944 году. Да. А памятник этот уже установили. Он тоже подвергся реконструкции, ремонту. И сейчас вот вы его видите в таком виде. Вот обратите внимание, у меня здесь фаска есть на ступеньках, видите? Да. Которые на подъем идут, у нас 4-й ярус. А здесь фасочку сделали. Да, вот. И тем самым... Угол не острый. Ты тогда еще на это внимание да, обращал. Да, что я ноги помню. это на край становятся. И обламывают краешки. А Да. так вот, пожалуйста, вот это вот ярус, и он практически весь целый. И вот мы сейчас шли, я не увидел ни одного скола. Да, здесь нету, да. И вода стекает. Вот, там есть какие-то мелочи. Ну вот, видишь, ну и Ну то даже здесь. да, это да, не увидел, она посерединке. Вымыла просто вода. Вон она, надпись 425 ступеней. А, вот точно. Точно. Вон она. Осталось еще. Или ее подновляют постоянно. Обновили. Тут же плитка-то новая. Вот, видите? Нет, это когда ремонтировали еще, уже реставрировали, уже была эта надпись. Вот с этой стороны, по этой стороне, если спускаться, подниматься, 425 ступенек. По этой стороне 427 или 428. По-моему, 420 на 2. Ну и вот мы вышли на Митридат. Здесь аллея городов-героев. Тут каждый город представлен. Вот Керчь, Минск и дальше туда Тула. И вот вокруг памятника 76-миллиметровые пушки, которые реально участвовали в боевых действиях. Их когда реставрировали, проблема вот с резиной на колеса была. Не могли найти. И выручило Министерство обороны. Они порылись по закромам, на складах и нашли эту резину к этим пушкам. И, соответственно, поделились этим делом все. Ну, конечно, здесь все пушки пескоструили, я помню, их снимали. И на задворках Романовской гимназии их там вот приводили в порядок, пескоструили и по-новому красили. Ну, а здесь еще вот интересный факт. Могила градоначальника Стемпковского. Вот здесь, видите, когда шла реставрация, неожиданно наткнулись. Здесь раньше стояла часовня над его могилой высотой 9 метров. Ну, а потом ее снесли, потому что она была здесь как доминанта. Вот она, эта часовенка. Построена она, как вы видите, в 1834-35 годах была. Она пришла в негодность после бомбежек в Великую Отечественную войну, и посмотрели, и легче было снести. А здесь вот, где уложены плиты, Это было здесь, на фундаме. здесь нет, здесь могила градоначальника вот Стемпковского была. Понятно. На самом вот был, что не здесь. Здесь похоронен был склеп его. Я когда летал здесь на коптере, такой склеп был, вскрыли его. Я и понял, что это и сама часовня была на этом месте. Да, над ним прям стояла. И останки его увезли на исследование. И даже разговор сначала шел, что часовню нужно восстановить здесь. Здесь такой склеп был. У меня даже на видео тех годов вот есть на YouTube-канале. Вот такой он сводом, полусводом был сделан. Да, да. И она долго открытая была. Но они огородили тут. Зевакам не видно, а сверху-то хорошо видно. Я прям над ним зависал и рассматривал.
Потом решили, что это дело долгое. И видите, что сделали просто. Засыпали обратную засыпку песком, сделали и сверху, Все равно это напоминает о временном, Да. временном что-то такое. сверху вот стяжку бетонную сделали. Если что, вскрывать. Здесь даже, видите, не укладывали плитку именно на этом месте. Но С расчетом, что будет, когда люди это- ходят по этому месту и не подозревают, почем ходят. Хотя останки вывезли. Если вот интересно заморочиться, можно найти это видео, у меня есть, когда вскрывали ее, и вот этот склеп был виден. Вот эти заборы ставили, как строители, я с ними разговаривал здесь, когда вот этот забор ставили. Все смотрел, как эту плитку укладывали. Ну и вечный огонь, как всегда, в 1956 году, по-моему. Но он работает. Но он работает, там такую горелку, я помню, ставили, чтобы при ветрах даже не затухало, привезли ее откуда-то. Ну Да, и какая-то чувствительная горелка. по она- большим праздникам зажигали огонь. Вот на 9 мая, на День Победы такие вот. Ну, на 9 мая приходил сюда 9. Не горело, да? Горело. Мы Горел? подошли, было яркое солнце. Не видно. Но я просто. присмотрелся, вот это движение тепла было видно. Самого огня я не видел, но то, что он там был, это точно, потому что от него шло вот это вот движение. Здесь не очень хорошо сейчас видно, вот звезда, высажено растение, а вот когда скульпторы именно, было прям четко это все видно. Ну, подойдем к знаменитой лавочке, Крымский мост. Их две такие, кстати, нет, не две, а три даже поставили. Одну здесь, вторая была на мысе Акбурун, Да. там была смотровая, когда мост начинали только строить. Ну, посмотри, сколько ленточек люди Да. повесили. Когда мост начинали только строить, там была смотровая, и туда возили экскурсии на Акбурун. Но потом закрыли все это дело. Я оттуда вот с самого пика Акбуруна снимал, как мост строили. Прям туда заезжал. Ну и вот он, лавочка. Крымский мост. Сейчас вот народу мало, а когда народу дофига, здесь было прям очередь стояла, чтобы Фоткаться. сфоткаться, да, вот на этой лавке. Порт. И дорога пошла. Улица Свердлова. В сторону Аршинца вот туда. Ну, на набережной. Везде набережные делают. А в Керчи ни хера. Да, мы все ждем. Твое мнение, почему какое? Почему не делают набережные? Это зависит, конечно, от администрации. Понятно. Она меняется здесь. Опять Ми- этого сняли, да? Меняется очень часто. Его, по-моему, закрыли на 2 месяца этого. Потом, когда выигрывает тендер построить, сперва надо было проект защитить. Люди тоже принимали участие. Был опрос. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Но мы вроде бы приняли решение. Строительную компанию все нашли. Потом это все развалилось. Мэра там уволили. Он там типа Проворовался. на СВО, но на самом деле был не на СВО. Ну, короче, дело заглохло. Теперь опять пишут, что вроде бы уже в этом году точно начнут. Ну, посмотрим. Ну, мы еще туда с вами спустимся, пройдем. А сейчас пока вот на Митродаде, давайте немножко вот посмотрим, вот где вечный огонь. И когда открытие моста было 15 мая 2018 года, с той стороны и с той стороны я снимал как раз мост отсюда. В 5 утра приехал, 5:30 движение открыли. И видно было, как встретились эти мотолюбители, прям на арках встретились. Из Керчи ехали и с Тамани. Подгадали так, чтобы вот эти два потока встретились на арках. Ну, здорово было. Я видел, там лёг такой стоял. Да. У меня тоже видео это есть. Вот оттуда я прям снимал. Так, ну, раньше прям сюда заезжали на машины. Сейчас потом, да, потом сделали здесь, замостили все. И там вот чуть ниже сделали парковку. Сначала была такая парковка там произвольная, а потом вот там вот раскопки постоянно идут. Но туда не пойдем уже вот. Сколько с той стороны. Да. В августе почему-то всегда здесь они И были. там сейчас все заросли, поэтому там в раскопках мало что видно.
Ну, под дикой пей, там и Какая? остался, там и муларка осталась. Ботаники с кисточками, там, как я их Они называю, там годами сидят. лазят. Стаж идет, что. Выискивают там монетку, может, какую. Ну, здесь нашли дофига тут всяких Да, разных да. ценностей. Ну, сейчас уже считается, что уже все уже выкопали. Там уже навряд ли что осталось. Да, к сожалению, вот последний раз в 2019 году был этот ход, факельное шествие на 9 мая. С 8 на 9 всегда оно было, да, помнишь? Да, здесь представление было. У меня снято даже вот последнее, потом начали отменять, ну, в связи с этими, со всеми событиями. И, ну, у меня есть вот видео Первое тоже. событие это ковид пошло. Да, Когда да, запретили его, да. массово сюда заходить. Да. Это вот 2019 год. Это было последнее шествие факельное. Собирались люди со всего города. Несли огонь своих сердец к вечному огню. Да, и поднимались по лестнице. Это было прям так впечатляло. Прям такая огненная река А шла. в тишине, В тишине, в ночи, да. И на вот этом склоне всегда было представление потом про аджимушкайские пещеры, как люди там выживали, ну прям до слез. У меня есть видео тоже, именно вот 19-й год, как здесь вот это все представление было. Ну а мы вот сейчас спустимся вниз, еще по центру пройдем и пойдем сходим на набережную с Сергеем Германовичем. Ой, смотри, осторожно. Так, ну спускаться гораздо легче, чем подниматься. Смотрите, здесь вот там вот сделали новый парк Монетку. Как тебе, кстати, нравится он? Ну что, симпатично к берегу. Ну, что нормально. Конечно, монетка я желал бы, чтобы она была из камня. Ее сделали, конечно, из пластика. Немножко. Сэкономили. Да, сэкономили. Она в каком-то там шторме повредилась, упала, ее восстановили, но она была внутри наполнена Ну, она пенопластом. большая, парусность большая Да, у нее, когда она ветра. наполнена была пенопластом, ее завалило. Но после там что-то исправили, я не знаю, чем ее наполнили, но вроде как отреставрировали, живая пока. Вот уже почти год стоит. Помнишь, вот город Керчь, город-герой. Помнишь, мы все, когда я видео снимал, рассказывал, что шторма. И тут какой же это шторм, ты все объяснял по шкале Бафора от 2 ну, до 12, что у нас здесь ведь в районе арок самое глубокое место, там 9,5 метров всего глубина. Ну, шторма у нас здесь в проливе 7 штормов, поэтому и район здесь назван 7 ветров. Да. Но они имеют все имена штормовых. И дело в том, что вот, самое опасное это майстер. Это вот южный юго-западный ветер штормовой. Он топит корабли еще со времен древних греков. И поэтому здесь дно усеяно этими кораблями. И вот в современном виде люди мало об этом знают. И когда вот этот шторм, волна невысокая, она до 2 метров больше не поднимается, потому что ей нечего тут разгона сделать. И глубины нет. И получается, вода вскипает. Она просто бьет по кораблю, по корпусу. Вот получается, что волна идет не накатом, а как кипит. И у меня вот знакомый рыбак называл этот ветер юго-северный. Говорит, куда ни поверни морду, он сюда в нее дует. Говорит, вот так. Поэтому, а люди-то многие не знают, эту историю не учили. Но помимо майстры тут есть и Бунент, и Гарбий, и Широкада, и Трамонтан, и Левант, и Острый. Ух ты, Вот их 7. 7 ветров. Да, 7 Да, ветров. есть район 7 ветров, выходит на улицу Колхозная, если вот кто следил за моими видео. Вот это их имена. Ну, кирчане, может быть, кто-то и знает, но в основном из бывалых и старых. Вот рыбаков еще помнят эти названия, а молодежь уже их не знает. И вдогонку, Серег, а меня не было, что с мазутом? Я на море вот был, заходил в Юркино, ни запаха, ни пятнышка нету. На горпляже мы еще не ездили, но я у людей спрашивал, нету. А был вообще вот когда там Были, даже здесь на Сморжевской, где мы живем, в траве, мы там искали камешки, нам надо для орнамента было. Ага. Я вступал в мазут несколько раз. И он вонючий такой, он плотный такой. Была борьба? В водорослях. Люди собирали. Сами или были организованы властями? И власти организовывали, и волонтеры ходили. Вот сетки такие, у них были мешки, и вот это собирали вилами. И сейчас вот ты не наблюдала сегодня, да? Я вот Потому что, говорят, ты в Ялте ему попадался, и в Севастополе. могло занести штормом, но вот я сейчас пока вот не вижу. Мазута нигде его, ни запаха, ни вида.
Ну, море справится. Даже где-то, может, и есть. может, Такая же, по-моему, авария была где-то в районе 1970 года с мазутом. Ну, тогда Тоже разломились, замалчивали. кстати, тоже 2 танкера. ну, в Керчи не мудрено здесь сломаться, потому что специальные такие ветра, которые их и ломают. Ну, это, Просто когда слава это богу, где-то не на- здесь, да, ближе к Анапе. Но все равно это как бы близко отсюда. А все равно, смотри, Темрюкский район закрыт, Анапа, пляжи закрыты. Туда занесло, ветер туда был. Да. Или течение туда было, что туда понесло. Вот эти вот пятна. Ну, все, пойдем вниз. Пошли. Вниз уже легче, чем вверх. Люди фотографируются. Теперь А я быстро лестницу сфоткаю. снимайте. Вы поднимались или Нет, нас сюда привезли. привезли за 100 рублей? Да, ну мы бы не пошли. Почему? туда. 425 ступенек, видите, написано. Да, ну колени больные. Но тебе спускаться легче будет. Так. Ну, пойдемте вниз. Ну вот мы идем, видите, и наступаем на края. Да. А тут получается срезаны краешки и отлично. Да. И ломаем. Смотри, вот дитё идет не по ступеням, а рядом. Ага. Не ходит. А там же прямая. Да. По бетону. Ну там отмостка делали, когда ее, да. Кому-то легче так идти, да? Ну да, вон она пританцовывает еще. А что, там удобней, да? Да, мне да. Лестница многосильная. Видишь, какая цепь. О, они не заметили, как половину лестницы уже спустились, да? Уже третья часть, не половина.